Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня я отвечу на один из самых часто задаваемых вопросов о том, куда после смерти попали Гитлер, Чикатило, а также какая посмертная судьба ждет подобных им злодеев, маньяков и негодяев. Как уже было сказано ранее в одной из предыдущих наших лекций, абсолютно любое убийство, безотносительно к любым обоснованиям в его совершении, повреждает энергетическую структуру души убийцы, наполняет ее чувством вины, вызывает цепную реакцию зла и страданий, возвращающуюся огромным цунами ее создателю согласно всемирному закону действия и противодействия, или так называемой кармы. Отнявшим чужую жизнь во время физического воплощения, после смерти приходится решать ряд проблем на том свете или возвращаться за искуплением на землю, заходя на второй круг без каких-либо гарантий. Масштаб этих проблем зависит от тяжести свершенного. Тот, кто убил с намерением защитить родных и близких, разумеется, будет вынужден решать меньше проблем, чем те, кто убивали по убеждениям, ради корыстных интересов или из-за слабости и неспособности отказать тем, кто их к этому принуждал при помощи различных манипуляций. Но абсолютно все, отнявшие чужие жизни, столкнутся с рядом серьезных затруднений за так называемой последней чертой и необходимостью в любом случае и при любых раскладах рано или поздно отдать этот долг. Тираны, диктаторы, серийные убийцы и прочие массовые душегубцы, потратившие свои жизни на погоню за абсолютной властью, накопление несметных богатств, отнимавшие жизни тысячами и миллионами, устраивавшие ради своих целей устранение неугодных, заказные убийства, катастрофы, военные конфликты и прочие трагические ситуации с жертвами, несут особо тяжелое бремя, надолго закрывают для себя путь к свету в прекрасные райские места, к подъему по лестнице развития духа, чтобы в конце концов встать рядом с Богом и принимать участие в строительстве вселенной добра, счастья и знания. При этом никаких наказаний со стороны, как мы уже тоже говорили ранее, нет. Их все так же никто не наказывает, не карает и не обрекает на вечность мучений в аду с чертями и их выдуманным людьми предводителем сатаной. Они наказывают себя сами, своими жестокими действиями, навлекая на собственный дух ответ всем известного закона действия и противодействия, который в эзотерических кругах также называют кармой. Это все равно, что пилить сук, на котором сидишь, плясать на граблях или раз за разом стрелять себе в ногу, а потом удивляться, что это больно. После физической смерти такие люди оказываются в страшных мирах, созданных их же собственным, извращенным, поврежденным и наполненным тьмой сознанием лично и коллективно, такими же падшими и пропащими индивидами, умершими до них. Это пустынные миры без света, в которых души, вернее то, что от них осталось, живут в холодных пещерах, полуразрушенных бараках и гнилых лачугах. Это миры, в которых живущие там издеваются друг над другом, продолжают акты жестокости и насилия по отношению друг к другу, и все их естество направлено на то, чтобы каким-либо образом навредить другому. В бесконечном замкнутом цикле они дерутся друг с другом, пытаются ранить, убить, насилуют друг друга физически и эмоционально.
разрушают, сражаются целыми армиями и творят прочие разнообразные непотребства. И поскольку рядом нет никого, кроме таких же, как они, вот им и остается только что мучить друг друга. В этих мирках они страдают, преследуемые собственными ужасными иллюзиями и порожденными их мыслями кошмарами. Терзаемые их жертвами, они утрачивают разум и оказываются закрыты от помощи сил света. При этом чаще всего такие несчастные духи даже сами не понимают, что их жизнь ужасна и что можно жить по-другому. Они отказываются от любой помощи, ненавидят всех, кто им ее предлагает, и продолжают погрязать в своих кислотных нечистотах, излучая токсичные миазмы вокруг себя. В силу отсутствия соответствия любви, добру и свету, они попросту не видят ничего, кроме зла и тьмы. И как и при жизни на Земле, думают, что это норма и иначе не бывает. Пройдут сотни, тысячи, десятки тысяч, быть может даже миллионы земных лет, прежде чем они смогут по крупицам собрать хотя бы крошечную часть своей поврежденной души и при помощи посланников Бога приступить к решению проблем, которые они создали для себя сами. Это и есть то, что в Библии иносказательно называется вечностью мучений для грешников. Миллион лет по сравнению с 60-80 годами земной жизни же и есть вечность. Тем не менее, не существует душ, от которых наш единый Отец отвернулся бы или отказался. Каждому открыта дорога к свету. И Гитлер, и Чикатило, и любая другая сбившаяся с пути и заблудшая душа в конце концов может попасть в рай, если будет усердно трудиться над собой, своим развитием, искуплением своих поступков или, если по-научному, возвращением своей разбалансированной энергетической системы тонких тел к состоянию баланса. Второй шанс снова и снова дается Создателем каждому, до тех пор, пока падшие не откроются свету, не откажутся от зла и не отправятся дорогой добра, любви и созидания. Как бы вас сейчас это ни возмутило, но тот же Чикатило через миллион лет может оказаться одной из великих душ, которые не только искупят свои ужасные поступки, но и наполнят Вселенную несравнимо большим количеством добра, любви и счастья. Не возмущайтесь. Поверьте, если открыть наши прошлые жизни и посмотреть, что мы там творили друг с другом, с животными и природой, Чикатило покажется ангелом. Вот почему нам, живущим, надлежит, следуя заветам Иисуса Христа и других великих учителей, научиться прощать всех, независимо от нашей оценки их поступков сегодня, на этом крохотном отрезке нашей вечной жизни, с которого невозможно увидеть и осознать всех последствий какой-либо ситуации или чьего-либо поступка. Когда страшно разгневанные моим мнением о том, что нужно научиться прощать всех без исключения людей, независимо от того, что они натворили, спрашивают меня: что, неужели надо простить и Гитлера, и Чикатило, и Пол Пота? Я всегда отвечаю: конечно, простить нужно всех. Ведь прощение – это прежде всего действие, очищающее от злобы, ненависти и прочих негативных эманаций душу прощающего. И только во вторую очередь помогающее прощаемому. Прощение в первую очередь делает лучше вашу жизнь. Оно прежде всего для вас и для вашего благополучия. Прощающие люди живут дольше, лучше, комфортнее, их желания чаще исполняются, они меньше болеют, успевают получить больше знаний и решить больше задач, ради которых пришли на землю. Кроме того, прощение – это вовсе не избавление от последствий для совершившего ошибку. Ни в коем случае прощение не является, как многие думают, одобрением, разрешением и призывом творить новые злодеяния.
Еще раз, это избавление себя от озлобленности и обиды и помощь другому в осознании своей ошибки и возвышении над собою прежним. И это позитивное воздействие прощения наглядно показывает, почему Бог призывает к прощению всех своих детей и сам прощает всех и во все времена. Потому что прощение является одним из инструментов строительства доброй вселенной, исполненной любви и счастья для всех. Стало быть, этому непременно нужно научиться и нам. Еще один момент. Многие также не понимают, зачем такие ужасные души, как Гитлер, Чикатило и прочие злодеи приходят в этот мир и видят в этом проявление злобной воли Бога, а также мрачной предопределенности и жестокой земной судьбы. Это происходит потому, что такие люди изначально находятся в шорах мышления о предопределенности судьбы и жизни. Я уже много раз говорил, что никакой предопределенности не существует. Все и всегда в руках самой души, которая и пишет свое будущее, принимая те или иные решения и выбирая, поддаваться тому или иному влиянию со стороны или нет. В любом мире, в любой жизни, в любой реальности. Никто не приходит в этот мир Андреем Чикатило, Тедом Банди, Адольфом Гитлером или любым другим маньяком, убийцей, педофилом или каким другим мучителем. Ими становятся в силу принимаемых на протяжении жизни решений, стремлений и влияния со стороны среды и других людей. Более того, если вы внимательно присмотритесь к детям, вы увидите доказательства этого, поскольку все дети светлые, чистые, полные любви и света. И только затем, когда они начинают свой путь в материальном мире, они меняются. Кто-то к лучшему, а кто-то к худшему. Ваша жизнь и ваше будущее всегда в ваших руках, и только вам решать, кем вы станете – Чикатило или Иисусом. Когда люди отринут эти глупости с предопределенностью, а также полюбившимися многими обвинениями за все, что с ними случилось кого-то другого, управлением их жизнями чьими-то иными руками, наказаниями и вознаграждениями, и возьмут на себя полную ответственность абсолютно за все, что с ними происходит, вот тут-то жизнь на планете и наладится. Чикатило и Гитлеры перестанут на ней появляться, и все станет хорошо. Но даже все сказанное, по сути, вторично. Самое важное касаемо этого массового интереса о судьбе Гитлера, Чикатило и прочих злодеев после смерти их тел – вот что. Как бы там ни было с убийцами, насильниками или даже вашим злобным соседом, вам-то что с того, где и как после смерти окажется кто-то другой? Ваша жизнь разве станет лучше, если вы убедите себя, что ваш сосед будет гореть в аду на сковородке в течение вечности? Или Гитлер, или Чикатило? А даже если и будут гореть, то вам-то что с этого? Ваша жизнь лучше, веселее и прекраснее от того не станет, как и жизни ваших родных, любимых и близких, как и жизни всех живущих на земле. И это тоже проверено на практике, подтверждено и доказано миллионами живущих. Ни месть, ни чьи-либо чужие мучения, даже заслуженные, не приносят никакого удовлетворения и не делают чью-то жизнь и нашу общую реальность лучше. Лучше жизнь и реальность делают только тяга к добру, отказ от насилия, от зла и жестокости, научение неравнодушию и безусловной любви. Важно, чтобы вы никому не вредили. Важно, чтобы вы не были убийцей, насильником, лжецом или равнодушным скрягой, проходящим мимо того, кто нуждается в помощи. Важно, чтобы вы установили внутри себя мир, полный любви, добра и света. Вот ваша задача и ваша история. У других же свои истории и свои жизни. Им с ними работать и им получать последствия собственных решений и поступков. Вам же
Даже если это Гитлер и Чикатило, и особенно если это ваш сосед, до их истории дела нет. Сосредотачиваться всегда следует на своей истории, а не лезть все время в чужие, как это стало привычно и даже модно в последнее время. Сосредоточение на своей жизни, на своем пути, на своем движении к любви и свету – вот правильная дверь, ведущая к великолепной жизни сейчас, к великолепной жизни после так называемой смерти и к такой же великолепной жизни в любых мирах, измерениях и реальностях, где бы вы ни оказались за время своего вечного пути. На сегодня это все, дорогие друзья. Дополнительную интересную полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти и познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.